Попробуем сегодня ответить на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. А именно, не бодяжит ли клей на разлив и отличается ли он от клея в оригинальной таре. Почему этот вопрос важен? Да все очень просто. Дело в стоимости. Покупая клей в такой бутылочке, мы платим примерно в 2 раза больше, чем за клей на разлив. Вот. Поэтому, имея в арсенале уже какое-то количество вот таких баночек, гораздо выгоднее будет покупать вот такое ведерко, короче, и просто подливать его в баночку. Давайте быстро пробежимся по характеристикам этих клеев. Этот, наверное, многие знают, это просто такой вот универсальный клей на каждый день. Titebond Premium 2, класс влагостойкости D3. Все его знают, он быстро схватывается, после засыхания эластичный. Тоже сейчас это все продемонстрируем. Вот этот вот Imperial D4, это клей специализированный, он для горячего прессования. О нем останавливаться особо не будем, мы проверим его, так же само нанесем на крышку, посмотрим, как он быстро засыхает, насколько он вязкий, эластичный, твердый и так далее. Этот клей тоже многие из вас знают, это Ultimate 3, класс влагостойкости D4. Он очень долго схватывает, что очень удобно при сборке сложных конструкций, например, там стульев, когда очень много соединений, и вы просто вот таким вот клеем не успеете нанести нормально клей, потому что пока вы соединяете одно соединение, уже следующее соединение намазано клеем, уже схватывает, и его просто потом невозможно уже посадить на место. Поэтому очень удобно пользоваться вот в сложных соединениях, очень удобно пользоваться именно Ultimate 3. Вот, поэтому это, кстати, к вопросу о том, почему нужно в мастерской иметь несколько клеев. Потому что все клея имеют какие-то разные характеристики. Я еще часто пользуюсь красным Titebond Original. Лично я в мастерской часто пользуюсь именно вот этим вот красным Original. Вот, красным Titebond Original, потому что он, я уже говорил в предыдущих роликах, обзорах на клей, потому что это клей не влагостойкий, вот, но он после высыхания становится менее эластичным, чем, например, обычная ПВА. Вот, он просто становится твердым, вот, достаточно хрупким, то есть, короче, соединение не эластичное, и этот клей отстирывается. И он очень быстро схватывает, то есть им очень удобно пользоваться при сращивании щитов, там, когда склеиваем щиты, что-то надо быстро приклеить, он очень быстро схватывает. Этот схватывает чуть-чуть медленно, но чуть-чуть медленнее, чем этот, но тоже быстро. Вот этот клей схватывает гораздо медленнее. Что еще важного про Ultimate 3? Ultimate 3 сертифицирован для применения в изделиях, контактирующих с пищей. То есть этим клеем можно клеить, например, разделочные доски. Вот. То есть такие доски можно мыть, он не боится влаги, потому что это клей D4. Плюс он безопасен для контакта с пищей. Дальше. Multibond EZ2. Это, по сути, обыкновенный клей ПВА, белый. Он белоснежно-белый, класс влагостойкости D4. Это просто белый универсальный ПВА. Классный, хороший клей. Так, на вид такой же, как и в оригинальной таре. Пробуем нанести. Так, наносим вот такой полосочкой на крышку. И теперь возьмем из оригинальной тары и нанесем рядом. Справа оригинальный, все. Так, для меня справа. У него странный цвет. Такой кремовый, короче, но без желтизны, такой, как у Premium 2. Ultimate 3. Четвертый у нас Multibond EZ2. Он белый, но не такой белый, как
например, белоснежно-белый клейберит немецкий. Вот запах. Запах такой же. Просто клей ПВА. И еще, наверное, я попробую все-таки... Ой. Для наглядности все-таки попробую еще нанести вот сюда вот к синему. Я еще нанесу мой любимый оригинал. Ждем полного высыхания. Итак, прошла ночь. Клей высох. Наверное, не полностью. Вот еще остался белесый немного. Короче, в этом видео я не буду показывать, как тот или иной клей склеивает, потому что вы можете посмотреть мое предыдущее видео про клей. Там я склеивал, раскалывал. Сегодня меня больше интересует, стоит ли покупать клей на разлив и отличается ли он от клея в оригинальной таре. Итак, смотрим. Это премиум 2 из ведра. Это премиум 2 из оригинальной тары из бутылочки. Это у нас красный оригинал. Клей обыкновенный, вязкий, эластичный. Это из бутылочки. Это из ведерка. Пока отличий не вижу. Сейчас еще проверим его водой. Оригинал, кто помнит. Повышенная влажность сегодня. То есть вот этот вот оригинал явно тверже. Вот по ощущениям просто вот он тверже. Этот вот мягкий такой. Это тверже, но сегодня повышенная влажность. Ночью прошел дождь, и он достаточно какой-то тоже такой эластичный, но вот не тянется совсем. Не тянется. Он после высыхания полного, он даже хрупкий становится. Давайте посмотрим Ultimate 3. Вот. Клей очень такой жесткий, скажем так, гораздо тяжелее тянется, чем премиум 2, но очень эластичный. Классный клей. Я им раньше не пользовался, но теперь, наверное, буду пользоваться. Прям вот чувствуется, что он гораздо тверже, что ли. Вот. Потому что вот я премиум 2 беру, и он такой легко тянется. Вот. А этот прям вообще такой жесткий. Интересный клей. Будем проверять. Так. Imperial. Проверяем. Он, по идее, должен быть... Да, смотрите, он ломается сразу, не тянется, не эластичный. Это круто. Это прям очень интересно для музыкальных инструментов, думаю. Прям вот, смотрите, он вообще. Даже вот оригинал даже еще не сыпется. Вот. Оригинал тоже должен рассыпаться, но не рассыпается. А этот прям вот затвердел, прям вообще твердый. Видите, рассыпался совсем. Так, и возьмем. И теперь ПВА. Вот он беленький, прозрачный, как обычный ПВА. Это у нас Multibond EZ2. Ну, что я могу сказать? Обыкновенный ПВА. Вот, тянется. Очень эластичный. Прочный. Короче, вот просто ПВА. И он даже более эластичный, чем... Да, он более эластичный, чем премиум 2. Вот премиум 2 так чуть-чуть тяжелее тянется. А этот прям, ну вот обычный ПВА, обыкновенный ПВА. Я не вижу здесь никакой каких-то особенностей. Хороший универсальный клей, короче, на каждый день, на все случаи жизни. И в ведерке на него должна быть очень хорошая цена.
Теперь будем проверять его влагостойкость. Original клей нифига не влагостойкий. Вот на него водички капнули. Премиум второй точно влагостойкий. Вот так, вот из ведерка, вот из баночки. Так, Original вот видно сразу впитывает воду и, наверное, растворяется. Так, Ultimate, скорее всего, вообще не должен никак реагировать с водой. Imperial немного странный клей, потому что написано D4, но скорее всего он D4 только после горячего прессования. А так он похож на Original, потому что вот по свойствам, по своим вот таким вот свойствам, по цвету, по эластичности, ты похож очень на Original. То есть не влагостойкий. Так, ну и мультибонд ПВА. Тоже написано D4, да? А, D3. Вот, и мультибонд такой, по идее, должен быть, как и премиум второй. Только дешевле. Премиум второй. Вот видно, что воду он впитывает. Он становится мягче. Но ничего не растворяется, то есть руки чистые. Вот, это из оригинальной тары. Из ведерка, так, видно то же самое, он размягчился. Видно, что где-то местами вот впитал больше. Так, видно, что где-то впитал воду. Но руки чистые после него остаются, никакого клея на руках нет. Это говорит о том, что это влагостойкий клей. Так, Original. Сразу напоминаю, что это не влагостойкий клей Original. И он размягчился, и клей даже остается, вот он полностью растворяется, и клей даже вот остается на пальцах. Вот так вот. Это не влагостойкий клей. Но, как я уже рассказывал, это не недостаток. Я не думаю, что нужно мебель или музыкальные инструменты испытывать под водой. Ultimate 3. Смотрим. По ощущениям, что он даже не особо впитал-то его воду. То есть он просто, может быть, чуть-чуть, едва заметно размягчился, может быть, чуть-чуть. Вообще он не впитал воду, то есть вот в руки абсолютно чистые от него. Короче, действительно клей хорош, действительно влагостойкий. Вот. Наверное так, даже премиум размягчился гораздо больше. То есть он размягчился, но не растворяется. Вот он премиум. Второй. Он мягкий, но не растворяется. Вот. Ultimate размягчился чуть-чуть меньше по ощущениям. Чуть-чуть он жестче остался. Но тоже немного размочился. Немного, совсем немножечко размягчился. Imperial, который похож на Original. Ну, он был похож на Original и ведет себя тоже как Original. Вот, если видно, он растворяется. Он вообще полностью растворяется. Все, вот, прям на руках клей уже жидкий. Вот. Это специфический клей, он очень похож по свойствам на Original. Очень твердый после высыхания. Это 100% подойдет для музыкальных инструментов из-за своей твердости после высыхания. Вот, я на него уже клеил. Схватывает он хорошо и быстро. И у него есть еще очень большое... У него есть огромное преимущество перед многими другими клеями. Это белая точка, так сказать. Так называемая белая точка. С ним можно работать. С ним можно работать при плюс 2 градусах Цельсия.
Вот, это очень прям удобно, когда мастерская не сильно хорошо отапливается зимой. Так что прям интересный вариант. Вот, потому что остальные, они, ну, то есть, короче, я его испытывал прошлой зимой. И действительно, то есть в мастерской у меня было +5 где-то, и я спокойно склеил заготовки, они высохли, и шов остался прозрачным, не побелел. Когда многие другие клея, в принципе, при температуре +5 шов остается белый, и клей такой хрупкий, какой-то становится странный. Короче, в общем, очень плохо высыхает. И последний Multibond EZ2, беленький ПВА. Смотрим, да, он действительно D3, он не растворяется, водичка чистая, вот видно. Клей размягчился, но не растворился. По ощущениям очень похож на Titebond Premium 2. Вот. Очень похож на вот этот. Что в принципе и должно происходить. И тот D3 класс влагостойкости. Этот мягкий размягчился, но не растворяется вообще. И этот размягчился, но не растворяется. Вот так. Мы выяснили, в принципе, то, что написано на самих банках, на инструкциях. То есть проверили D3. D3 очень похоже на то. Клей не растворяется, размягчается, но не растворяется. Клей Ultimate в намокшем состоянии, по ощущениям моим такой же, вот как этот не намокший. Original полностью растворим в воде, что не является недостатком, потому что для меня это достоинство, потому что он отстирывается с вещей. Imperial — это специфический клей. Порекомендовать его могу только тем, кто любит Original, потому что он очень похож на него. Очень твердый после высыхания. То есть его 100% можно рекомендовать для ребят, которые занимаются музыкальными инструментами. И также в описании к нему написано, что он применяется для горячего прессования. Multibond EZ2 — это просто те, кто любит обычный белый ПВА, просто кто не любит кремовый цвет. ПВА Multibond EZ2. Вот. Насколько я помню, он даже немного дешевле, чем Premium 2. Знаю, что очень многие люди, которые занимаются разделочными досками, клеят на Ultimate. Ultimate хороший клей, я его очень-очень редко использовал. У меня когда-то я его давно покупал себе. Не использовал я его по одной простой причине. Он очень долго схватывает. Вот. Но для сложных изделий, когда вы клеите там какой-то стул, сложные изделия, когда у вас очень много клеевых швов, которые нужно одновременно намазать, и все это одновременно собирать, даже табуретка с проножками, на минуточку, у вас 16 шипов. Вот, даже табуретка с проножками, у вас 16 шипов и 16 гнезд. Если вы все 16 шипов и гнезд намажете, например, оригиналом, вот, то вы просто не успеете ее собрать. Но когда вам надо сложное изделие, например, стул, например, даже табурет, то его хорошо для того, чтобы не спеша, спокойно, аккуратно собрать, для того, чтобы там его не забить молотком, там, не поделать много вмятин, вот, чтобы аккуратно успеть спокойно все собрать, то я очень рекомендую именно вот этот вот Ultimate 3 Titebond, потому что у него достаточно долгое время открытой выдержки. Премиум 2, у него что-то среднее, у него время открытой выдержки что-то среднее между Ultimate и Original. Вот, поэтому, по сути, когда хорошие, ну, то есть у вас хорошие навыки, в принципе, вы спокойно собираете сложные изделия даже на Премиум 2. И, короче, на самом деле, это вот клей на все случаи жизни. То есть он там 90% потребностей мастерской закрывает именно этот клей. Разумеется, то есть когда есть у вас специфические задачи, у вас появляется для спокойной работы вот этот вот. Плюс у него в чем еще у него преимущество? Он влагостойкий, то есть гораздо более влагостойкий, чем Премиум 2. Вот, поэтому, да, его применяют вот часто для
разделочных досок. И также он сертифицирован для контактов, для изделий, которые контактируют с пищей. Вот. Поэтому прям вот тоже буду пользоваться теперь. А теперь ответ на тот вопрос, который я ставил с самого начала. Можно ли покупать клей на разлив и отличается ли он от клея в оригинальной таре? Ответ. Клей на разлив не отличается от клея в оригинальной таре. То есть этот клей ребята возят точно такой же, как и в оригинальной таре. Вот он тот же самый Tide Bond Premium. Прям вообще я не увидел никаких отличий. То есть вот этот у меня тоже когда-то был в оригинальной таре. Я не вижу никаких отличий. Он ни по цвету, ни по ощущениям. Вот прям, ну, то есть это 100% настоящий, 100% Tide Bond. Вот, поэтому смело можно покупать. Тем более, что меня очень давно этот вопрос интересовал, потому что мне нравится использовать вот такие вот баночки, бутылочки, это удобно. Вот. Ну, блин, он в бутылках очень дорогой в этих, поэтому я по разу можно купить по один раз вот в таких вот бутылочках, не забывать промывать носики и просто покупать потом в ведерке и заполнять свои бутылки. Вот. Совершенно неинтересно и невыгодно покупать клей вот в таких вот тарах, потому что это очень дорого. Поэтому AJ Ukraine разливает Tide Bond, фирменный, настоящий Tide Bond разливает по ведеркам. И в ведерках этот клей тогда уже становится вполне сопоставим с ценниками на любой другой профессиональный клей, разливаемый в ведрах. Поэтому ввозит в Украину этот клей только одна фирма, это AJ Ukraine. В описании ссылки, заходим, смотрим. Ребята, какие наблюдения у вас есть по Tide Bond? Пожалуйста, пишите в комментариях. Мне очень интересно вообще, какие особые свойства, которых, например, я не знаю. Кого интересует прочность, склеивание и все такое, переходите, смотрите мое предыдущее видео про клей. Чуть не забыл рассказать одно из самых важных преимуществ клея Tide Bond. Это его способность замерзать и оттаивать. И после оттаивания он не теряет своих свойств. Если вы замечали, многие клея ПВА после замерзания и оттаивания очень сильно густеют и меняют вообще какая-то консистенция. Уже не такая вот гладкая, такая кремовая консистенция, а они становятся как будто как створоживается, что ли, то есть какие-то крупицы появляются, этот клей уже практически не годен. С Tide Bond у меня никогда такого не происходило. Этот клей не всегда оттаивает и остается точно такой же, как был до замерзания. Этот клей в жару никогда у меня не скисал. По моему субъективному мнению, на сегодняшний день на рынке это лучший клей для дерева. Именно по совокупности своих, я не говорю о клеевом шве, все современные клея клеят просто офигенно. Какой-нибудь Саудал, Садер, Момент, все эти клея очень хорошие. Короче, ладно, клейберит офигенный клей. Надеюсь, кому-то этот обзор будет полезен. С вами был я, Юрий Романов. До новых встреч, пока!